Троечки первого расклада, привет. И вам достался расклад «Почему твои желания не исполняются?». Кто вот этот поток блокирует и зачем? И давай в долгий ящик откладывать не будем, сразу начнем наш расклад. Итак, троечки. Первый вопрос у нас: кто или что стоит на пути твоих желаний? И не сбыться им не дает. Ну а тут твоя зависимость. Не от каких-то там запрещенных веществ или там от алкоголя, нет. Это от человека. Тот, кто тебя вот держит. Это может быть муж, твой парень, возможно, даже подруга. Вот кто-то, кто тебе говорит: не уходи, ты мне нужна. Или там: не мечтай о карьере, семья важней. Вот это еще. Не связывайся с этими людьми, они плохие. Вот ты привязана к этому человеку цепью. Не железной, а вот цепью из чувства вины, обязательства, страха остаться одной. И он держит тебя на месте, этот человек. Он не дает тебе летать. И самое хреновое, что ты этого даже не замечаешь. Ты думаешь, это любовь, это забота. Но на деле это контроль. Этот человек, он боится твоего успеха. И если ты станешь сильнее, независимее, богаче, ты от него уйдешь, и он это понимает. Поэтому он, знаешь, он активно держит тебя маленькой. Типа, куда ты ползешь? У тебя же способностей нет. Или там, ты же знаешь, что я без тебя не справлюсь. Зачем у тебя вот это вот, или те там подруги, когда у тебя есть я? И ты вот вместо того, чтобы открыть, как говорится, образно, да, там свой салон красоты открыть, свое что-то такое, ты остаешься дома и смотришь, как он на диване валяется. Вместо того, чтобы книгу написать, ты слушаешь его истории про то, как ему плохо. И твои желания, они становятся предательством. То есть твои желания, они превращаются в попытки уйти. Понимаешь? То есть попыткой вот стать больше, чем он. И это не просто его воля, ты сама согласилась на эту цепь. Ты вот выбрала вот эту маленькую клетку, потому что снаружи страшно. Снаружи нужно отвечать за себя, там, рисковать, падать. Как говорится, коленки набивать, да? А внутри клетки хотя бы понятно, что происходит. Хотя бы кто-то тебе нужен. Хотя бы ты знаешь, что будешь с кем-то. Это самая худшая зависимость. Когда ты сама себя в эту клетку кладешь. Когда ты вот двери закрываешь, потому что ты боишься открытого мира. И вот этот человек, он просто вот ключик к твоей же тюрьме. И пока ты это не поймешь, что тюрьма — это твоя идея, он будет держать этот ключик. Понимаешь? Почему этот блок существует и что он тебе пытается сказать? Знаешь, тут понятно. Блок, потому что ты когда-то была свободной девочкой, да, дикой, я бы сказал, которая делала, что хотела, и ей это не нравилось. Может, критиковали тебя, типа, слишком самостоятельно, или там амбиции твои осуждали, да? Может, даже наказывали за попытки быть собой. И тогда ты решила, что лучше уж я буду маленькой и послушной, чем снова получу вот эту удар за попытку быть большой. И вот эта травма, она живет в тебе. Она говорит, что опасно быть собой, опасно хотеть, опасно что-то делать. И вот этот блок, он тебе сказать пытается, что ты боишься быть замеченной.
видимой. Сейчас ты невидимка. Если твои желания сбудутся, если ты станешь успешно яркой, то на тебя внимание обратят. А внимание — это опасно. За внимание может последовать хейтеры, критика, зависть, осуждение и прочие вот эти вот некрасивые слова. И ты в итоге предпочитаешь быть никем, чем быть кем-то, да, кого все видят и судят. Блог защищает тебя от видимости, от ответственности тоже, от того, что придется стоять за свой выбор, да. Еще блог по картам говорит, что ты не заслуживаешь. И вот это самое больное. Потому что ты вот на уровне, как сказать, своих клеток веришь, что ты недостаточно хороша. То, что другие достойнее, там, например, миллиарда долларов, да? Что для людей типа тебя мечты — это роскошь. Ты вот видишь других женщин там в соцсетях, неважно где, которые там бизнес открывают, влюбляются, путешествуют, и ты думаешь такая: им можно, а мне нет. И не потому, что вот, как сказать, это, как сказать, это правда, да, а потому что ты так и решил. Потому что ты была девочкой, которую не слышали. И теперь, когда ты взрослая, ты продолжаешь не слышать себя. Блог этот, как сказать, шумит вот так громко в твоей голове, что ты даже собственные желания не слышишь. И слышишь только навязанное: ты должна ходить на завод, ты должна любить мужа, ты должна после завода делать ему борщ, и вот это должна, должна, должна. А где в этом всем ты — неизвестно. Но еще есть одно послание, что блог говорит, что типа: останься со мной, я люблю тебя такой маленькой. Маленькой управлять легко, маленькая нетребовательная. И это послание того человека, который тебя держит. Но, понимаешь, это послание твоего того внутреннего ребенка, который никогда не вырос, который боится быть один, который хочет, чтобы его опекали, показывали дорогу, куда идти, да? Вот взяли за ручку и ведут. Вот этот блок — это твой детский голос, который кричит, что не уходи, не оставляй меня, я испугаюсь. И вот это вот все. Как блок убрать и запустить исполнение желаний? Ну, знаешь, вот напиши на листочке портрет этого человека психологический, который тебя держит. И ничего не скрывай. Вот, например, напиши, как он тебя контролирует, как ты себя при нем чувствуешь. Вот когда ты вот этот портрет напишешь, ты увидишь все ясно. И тогда ты сможешь выбрать, остаться или уйти. Но сейчас ты в тумане, ты в блоке. Туман же нужно развеять. Понимаешь? А потом на другом листочке бумаги напиши все, чего ты хочешь. Вот по-настоящему, без вот этих: а может, это слишком, это стыдно хотеть. И вот это вот. Просто, как говорится, излей все на бумагу. Даже подскажу. Ты хочешь дом, деньги, любовь, путешествие, карьеру, которую ты хочешь, свободу. Вот все напиши. А потом просто это вслух прочитай. Понимаешь? Вот потом послушай, как звучит твое настоящее желание. Это и есть твой голос. Вот настоящий, блоком, который не приглушен, понимаешь? И начни помаленьку. Потом одно желание сначала выполни, очень маленькое какое-нибудь. Но выполни его вот вопреки всему. Например, там съесть шоколадку, да, хотя там мы сладкое не едим, да, или погуляй одна, или там картину там по номерам хотя бы нарисуй. То есть нужно одно маленькое вот это «нет» в твоей системе, которую ты выстроила.
и посмотри, что произойдет. Сразу скажу, ничего страшного не произойдет. Люди не умрут, мир не рухнет, метеорит на Землю, вот этот Триатлас, не упадет. Это просто разрушит миф о том, что твое «нет» опасное. Понимаешь? И признать то, что ты боишься. А боишься ты быть самостоятельной. Ты боишься, что вот если руку этого человека отпустишь, то мир, как говорится, накроется медным тазом. Успеха ты боишься. Боишься, что без вот этого человека ты чего-то там не сможешь. Понимаешь? Если это признаешь, то вот эта честность, она будет ключом. И когда ты разрешишь себе испугаться, то страх просто власть потеряет. Он станет просто чувством, а не фактом. Понимаешь? Это разные вещи. Сейчас все твои страхи — это факты. Понимаешь? А когда ты это проработаешь, то это будут просто чувства, а не факты. И ты поймешь, что можно пугаться и все равно действовать. Можно быть неуверенной и все равно делать вот этот первый шаг вперед. Неуверенность и действие, они ж параллельно идут. Это не противоположности, это напарники, понимаешь? И все, тут все понятно, тут больше трактовать-то нечего, никак не вытянешь. Подписывайся на канал, жмякай на колокольчик. В проживании арканов это прорабатывается в маге. И помни, что я с тобой рядом.